Всем привет, с вами снова Лёша, и сегодня на нашем столе вещь, которую вы, наверное, потеряете сразу же после распаковки, потому что она чудовищно мала. Я говорю, конечно же, о рекодере. Zoom H1. Поехали! Посмотрим на комплектацию Zoom H1. Ну что, давайте раздербаним коробочку, посмотрим, что же внутри H1. Страшно представить, как он по размеру, если даже сама коробка уже такая миниатюрная. Так, открываем. Так, какие-то сразу бумаги, все это надо вытащить пока что. Так, сразу, чтобы ничего не завалялось. Все, коробочку отложим. Смотрим. Тут у нас сразу рекодер. И, ребят, он действительно миниатюрные, то есть вы посмотрите по соотношению к моей руке, у меня и так рука, не маленькая, и еще такой рекодер, он просто миниатюрнейший, его можно буквально положить в карман. Вот, положим его пока на место, чуть позже мы поближе его рассмотрим. Тут также имеется батареечка, которая идет в комплекте, тип АА. Так, отодвигаем куда-нибудь сюда. SD-карточка с переходником под большой SD, под обычный SD, карточка microSD на 2 гигабайта. Собственно, не бог весть что, но дареному коню, как говорится. Поэтому положим сюда, тоже неплохая вещь. Так, далее у нас идут вкладыши с бесплатным программным обеспечением. Здесь нам предлагают установить себе WaveLab и Cubase LE. Ну, то есть это версии урезанные, но все равно, почему бы и нет, довольно неплохо. Далее идут тут всякие гайды по установке Cubase, проспект, как пользоваться SD-карточками. Ладно, какие-то зумовские тоже бумажки. И вот два руководства. Один написан заботливо на китайском или японском или корейском, а второй написан на английском. Вот. Как-то так. Как же управлять этой малышкой и что в нее можно вставить? Давайте взглянем поближе. На передней панели LCD-дисплей, индикатор записи и пиков, кнопка старта записи. Ничего лишнего. На правом боку расположено большинство клавиш управления рекодером. Помимо клавиш есть и разъем. Начнем с него. Это маленький джек для подключения внешних источников. Нет, фантомку он не передает, но отлично справится с накамерником или той же петличкой. Далее идут клавиши регулировки входного усиления, клавиши перемотки и play между ними, клавиша delete для удаления записи, переключатель питания с холдом, блокирующим любое нажатие клавиш, USB для подключения к ПК. Левый бок нас также приветствует разъемом. Это тоже джек, но на этот раз уже выходной, для подключения наушников. Далее идут клавиши для регулировки выходного усиления, а снизу имеется слот под microSD карту. В задней части располагается большое количество переключателей. Тут и управление локатом, срезом низких частот, и тумблер для автоматической подгонки уровня записи, и под выбор формата записи переключатель втиснули. Далее отсек под АА батарейку, резьба под накамерную стойку, а в самом низу и встроенный динамик нашел себе местечко. Ну и самое главное, два направленных микрофона, пишущие в системе XY, с какой-то даже защитой от физического воздействия. Так много всего, но давайте по порядку. Сначала о характеристиках. Пишет все это дело в MP3 до 320 килобит в секунду, ну или WAV до 24 бит на 96 кГц. Тут все стандартно. Пишем MP3, жертвуем качеством во благо места. Пишем WAV, убиваем место, но получаем качество. Кстати, о свободном месте. Тут все опять же зависит от вас. Вообще есть возможность ставить карту на 32 гигабайта и навсегда забыть про нехватку пространства. Ну, разве что батарейку успевая вовремя менять, которая, кстати, нужна всего одна. И по заверению производителей держит рекодер на плаву целых 10 часов. Как же обстоят дела с управлением в целом? Ну, тут опять зумы отличились. Первичные менюшные функции вынесены на корпус. Это открывает оперативный доступ ко всем настройкам, что является неплохой альтернативой тем же зумовским качелькам. Сейчас немного о встроенных и внешних микрофонах.
Стоит заметить, что интерфейс двухканальный, и если вы воткнете в него, скажем, ту же петличку, то стереопара откинется, и запись будет идти только с петлички. С другой стороны, зачем к петличке еще и XY писать, если ты пилишь, скажем, тот же бложек? Ну а как же функция USB, спросите вы? Неужели он здесь существует лишь для перегонки файлов и заменяет картридер? А вот и ничего подобного. При подключении к ПК из H1 можно получить полноценный внешний микрос для общения в скайпе, да и для записи тех же блогов напрямую в компьютер. А почему бы, собственно, и да. Время тестов настало. Посмотрим, как H1 ведет себя в работе, запишем на встроенную стереопару XY гитару, ну и послушаем, как они будут записывать голос. Сейчас послушаем, как H1 записывает голос, и для этого воспользуемся интернетом и прочитаем 5 интересных фактов из жизни животных. Поп-мьюзик развивающий. Первый интересный факт. Если начнут драться лев и белый медведь, то победит белый медведь. Я не знаю, как эта информация может пригодиться вам в жизни, но просто примите как данность. Медведь победит. Ставьте на медведя. Второй интересный факт. Среднестатистическая корова выделяет в день 400 литров газа метана. У кого-то тут явно проблемы с пищеварением. И это не я. Третий интересный факт. Быки дальтоники. Ну, ладно, без комментариев. Быкам можно. Четвертый интересный факт. В Индии 50 миллионов обезьян. Пятый интересный факт. В среднем курица откладывает 190 яиц в год. Неплохой бизнес куреводства, если его так можно назвать. В целом, как-то так. Я думаю, за вот эти 5 интереснейших фактов о животных вы могли себе составить такое представление, как примерно Zoom H1 работает с голосом. Итого. Посмотрите на эту малютку, посмотрите и ужаснитесь, потому что вот такая вот малышка способна делать записи по качеству сопоставимые с записями на аудиоинтерфейсы среднего ценового сегмента. Вы журналист, блогер, музыкант, поэт или просто любите часто делать аудиозаметки. H1 ваш выбор. Вещь, которую можно взять в Voyage и состряпать ту же демку по дороге домой. Размеры буквально позволяют запихнуть рекордер в карман и забыть про него до необходимости. Только ни за что не пихайте в напопный карман, а то еще забудете и раздавите вашего нового друга. Держит зарядку до 10 часов, а также с карточкой на 32 гигабайта возможно записывать до 50 часов аудио в формате WAV. То есть безграничный океан, по сути, в таком миниатюрном корпусе. Ну а на сегодня, наверное, все. Я побежал в Pop Music покупать провода. Всем пока!